Ladies and gentlemen, мы имеем честь представить вам волшебную сказку. Я Джордж Макдональд, ее автор. И хочу обратиться к вам из своего 19-го столетия. История, которую разыграют сегодня господа артисты, стара как мир и столь же живуча. А все потому, что она зиждется на вечный закон. Человек не может изменить законы физические, естественные, но он может предложить свои. Может придумать целый огромный новый мир, в котором будут действовать свои собственные законы. Есть в нас нечто, что с удовольствием изобретает новые формы. И когда эти формы воплощают старые истины, мы называем это плодами воображения. В воображении мы изменяем физический мир, но нравственный мир оставляется неизменным. Человек должен соблюдать закон духа. Нет ничего дурного, если мы в своей сказке нарушим закон притяжения. Но только будет совершенно беззаконие, если только герой станет вдруг совершать постоянно скверные поступки, а злой герой станет совершать только добрые. Нет, добро должно оставаться добром, а зло злом. Что же касается до смысла, аллегории, я не собираюсь объяснять их вам. Возможно, кто-то увидит в этой сказке что-то, что я в нее не вложил. Я хочу лишь затронуть ваше сердце и разбудить воображение. Но вы знаете, на самом деле, каждый из вас увидит не то, что ему заблагорассудится, а лишь то, на что он сам способен. Человек с лживым сердцем увидит злое даже в самом лучшем. Человек с верным сердцем увидит такие истины, которых, может быть, не заметил автор. А все потому, что живучие сказки запечатлены правдой. Они во многом повторяют другую историю. Древнюю, главную. В ней добро побеждает зло. Погибший герой оживает и спасает мир. А испорченная принцесса становится хорошей. Господа артисты сделают все возможное, чтобы вы вместе с ними горевали и радовались, плакали и смеялись. Смотрите же нашу сказку, в которой есть жизнь и смерть, любовь и духовный смысл. Сколько народу тут пришло. Начинать пора. Да, много. Давай идем. А почему я-то? А кто я, что ли? Пойдем, пойдем. Ой, простите, извините, на Московском такая пробка была. Еще и палочка эта не сработала. А, что с ней такое? Батарейка, что ли, села? Как не вовремя. Ой, блин. О, заработала. Ну, вот хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Как замечательно, что вы сегодня к нам пришли, и мы, честное слово, вас не подведем. Так что усаживайтесь поудобнее. Раз, два, три. Сегодня мы приглашаем вас в сказку. Самую настоящую сказку. Если вы, конечно, не боитесь. А чего тут бояться? Ну как же, во все времена были люди, которые считали, что сказки нужно запретить. Запретить? Почему? А потому что детям ужасно вредно читать про фей, ведьм и гномов, потому что они могут начать думать, что все это существует на самом деле. Да, долой сказки, долой сказочников. Поменьше зловредных фантазий. Кому нужны эти чудесные превращения, лешие, колдуньи и какие-то волшебные палочки? Ну, с таким транспортом, как у нас, без волшебной палочки вообще не обойдешься. Вот-вот. Ага, это точно. Но сколько бы сказку не запрещали, не сжигали и не хранили, она все живет и живет. Так что если вы и вправду не боитесь,
Не боитесь? То сегодня мы готовы открыть вам двери в волшебную страну. Готовы? Ну, давайте, девочки. 1, 2, 3! Жизнь на сказку не похожа, но в стране волшебной тоже не всегда видать, где правда, а где ложь. У нее свои законы, принцы, гномы и драконы. Кто есть кто, порой не сразу разберешь. Можно там в дупло забраться, вверх по радуге подняться и найти под камнем ключик золотой. В мире сказки все иначе, там слепые зорче зряче и ведут простых и смелых за собой. Может всякое случиться, жаба в принца превратится, и косматым зверем станет человек. Пролетят по мановенью сотни лет в одно мгновенье, а минута может длиться целый век. Там простые мальчуганы побеждают великанов, перед смехом отступает колдовство. Не бывает там, поверьте, поцелуй сильнее смерти и поглубже всех заклятий волшебство. Как попасть туда, а просто 5 тебе или 90? Надо, чтоб в страну волшебную войти, жить по-детски с удивлением, верить в чудо без сомнения и за нитью путеводною идти. Только тут запомнить важно, что, войдя туда однажды, вам назад уже никак не повернуть. Вы готовы? Что ж, давайте, двери в сказку открывайте, до конца по ней шагайте в добрый путь. Давным-давно, так давно, что точной даты уже вспомнить невозможно, в одном сказочном королевстве жили-были король с королевой, и не было у них детей. Нет, простите, дорогая королева, но я просто не понимаю, что значит нет детей. У всех моих знакомых королев есть дети, у кого-то 3, у кого-то 7, а у кого-то даже целая дюжина. А у моей королевы почему-то ни одного. Вы уж извините, но это никуда не годится. Я чувствую себя несправедливо обойденным. Право же, дорогой король, мне очень жаль. Очень жаль. Да уж, дорогая королева, гордиться тут явно нечем. Должен быть по протоколу свой наследник у престола, как у всех приличных королей. Жить так дальше не годится, нет, придется рассердиться. Как же так, что значит нет детей? Не судите слишком строго, я прошу совсем немного, не прошу я даже сыновей. Нет наследника сыночка, родила хотя бы дочку. Как же так, что значит нет детей? Не брюзгая и не деспот, королева с вами вместе вы прекрасно прожили вдвоем. Но ведь дети, скажем смело, государственное дело. Настоять я должен на своем. В политическом процессе нужен принц или принцесса, как у всех приличных королей. Жить так дальше не годится, остается лишь сердиться. Как же так, что значит нет детей? Ну почему, моя дорогая королева, вы не можете мне сделать это маленькое одолжение, а? Право, мой дорогой король, я была бы только рада, если бы могла. И мне действительно очень-очень жаль.
король попытался стать терпимее, но получалось у него не очень. Так что, когда королева наконец-то подарила ему дочку, а более прелестной принцессы на свете не рождалась, по чести говоря, он того не заслуживал. Как вы сказали? Подарила ему дочку? Так значит, у нас родилась принцесса? И мне можно пойти на нее посмотреть? Угу. Ура! Жители сказочного королевства! В нашем королевском дворце хорошие новости! Сегодня в 2 часа пополудню наша прекрасная и добрая королева родила дочку! И теперь в нашем сказочном королевстве есть своя маленькая принцесса! Ура! Ура! Порадуйтесь с нами вместе, ликуй, ликуй, весь сказочный наш народ. Король, король, чтоб благословить принцессу, к себе, к себе, к себе во дворец зовет. Ура, ура, пожалуйте на крестины, идем, идем, мы все обещаем быть, несем, несем игрушки и апельсины. Идем, идем, принцессу благословить. Главное, чтоб никого мне не забыть и подписать все приглашения золотым пером. Потом печать на них поставить королевскую и их по адресам отправить. Только чтобы никого, конечно, часом не забыть. А то потом хлопот не оберешься, если кто-нибудь обидится, надуется. Начнутся осложнения на ниве государственной, а мне потом расхлебывает. Так нельзя ни про кого забыть. Ура, ура, порадуйтесь с нами вместе, ликуй, ликуй, весь сказочный наш народ. Король, король, чтоб благословить принцессу, к себе, к себе, к себе во дворец зовет. Праздник, радость, мы к принцессе на крестины во дворец идем. Праздник, радость, мы ей 100 благословений сразу принесем. Счастье, в доме, будь ты нищий и король, дети — это клад. Праздник, радость, получить подарок весь всякий будет рад. Баю-бай, баю-бай, дочка, глазки закрывай, всех к тебе мы с королем на крестины позовем. Фея, гном, мудрец и шут, великан и лилипут, все они к тебе придут и подарки принесут. Солнце, звезды и луну, всю волшебную страну. Баю-бай, баю-бай, поскорее подрастай. Надо мне, пожалуй, принарядиться, я уж красоту навела с утра. Я ж не кто-нибудь, я короля сестрица, самого короля сестра. Так что до крестины без промедления, как заведено среди королей, золотым пером пишут приглашение для особо важных крутых гостей. Знаю я бесполный, вот-вот оставят, правда до дворца не близок путь. Может, карета за мной прикатит, я ведь это я, а никто не путь. Ура, ура, порадуйтесь с нами вместе, ликуй, ликуй, весь сказочный наш народ. Король, король, чтоб благословить принцессу, к себе, к себе, к себе во дворец зовет. Ура, ура, пожалуйте на крестины, идем, идем, мы все обещаем быть, несем, несем игрушки и апельсины. Идем, идем, принцессу благословить, принцессу благословить. Значит, не позвали, но запомним. Значит, обошли. Так,
учтем. Право про сестру все же лучше помнить, да еще злопамятную притом. Папочка король в завещание тоже про меня, про дочку свою забыл. И оставил в тронной ходить рогожем, и короны с троном меня лишил. Где такое видно на мне? Скажите, что принцессы жили на чердаках, воду из болота сырую пили и питали супом на червяках. А теперь и протец, король бездомный, про меня сестрицу свою забыл. Ох, как поступил он неблагоразумно, ох, как самому себе навредил. Значит, позабыли, так я напомню. Я такой оплошности не прощу. Покажу вам всю силу обиды злобной. Я вам страшно отомщу. Я не стану ждать ни минуты дольше. Этот день запомнит родня. Пусть они подкопно пасут побольше. Им теперь без слез не видать ни дня. Эти годы я без дела не сидела. Я жила в забвении не просто так. Научиться кое-чему успела. Навидался всякого мой чердак. Пусть же светлый день превратится в темный. Пусть дрожит и плачет моя родня. Про меня забыли, так я напомню. Вы еще узнаете про меня. Будешь ты хороша и невинна, как ромашка скромна и мила. Пусть все добрые духи отныне берегут твое сердце зла. Пусть цветут твои щечки, как розы, и душа расцветает любви, чтоб ни бури, ни злые морозы заморозить ее не смогли. Пусть всегда будет радость и счастье, и любимые люди кругом. Пусть подальше обходят ненастья твой радушный приветливый дом. Легче перышко летай, духом легкости витай, и не ведай под собой веса тяжести земной. С высоты не упадешь, ни травинки не согнешь, будешь даже на руках, словно облачко легка. Лишь на этих вот твоих, на родителей своих, тяжким бременем падешь, сердце горем разобьешь. Да, так все оно и было. Старая принцесса, я ж вам дам, отняла у маленькой принцессы вес. Сначала весь королевский двор пришел в страшное смятение, и король сгоряча даже объявил, что это должно быть не их дочь. Но потом одумался и понял, что просто надо было получше приглядывать за деткой на крестинах и не пускать тех, кого не приглашали и кого пускать не следовало. Но поскольку поправить было уже ничего нельзя, им пришлось понемногу привыкать к своей легковесной доченьке. Баю-баю, надо спать, я принцессу на кроватку положу и покрепче привяжу.
Баю, 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 бай, никуда не улетай, ни в скворечник на дубу, ни в каминную трубу, ни в осоку на пруду, ни на яблоню в саду, ни в окно на чердаке, на залетном ветерке. Хватит в воздухе парить, надо ножками ходить. Ой, ой! Ну что же это такое, а? Последнего удовольствия лишили. Подумать только, каждый из этих золотых весит целую четверть унции, а моя настоящая живая принцессочка из плоти и крови не весит ровным счетом ничего. Ну а тут что за незадача? К чему эти слезы, а, дорогая королева? Мне кусок в горло не лезет. Вот уж не удивляюсь. Вы же только что съели 2 индюшачьих яйца и 3 анчоуса. Да не в этом дело. Ах, моя деточка, моя бедная деточка. А что случилось с вашей деточкой? Она не застряла в трубе и не провалилась в колодец. Слышите, как хохочет? Ваше Величество, все нормально, все в порядке, не волнуйтесь. А где ее высочество? Это она играет. Слышите, как смеется? Играет? Как все нормальные дети? А во что? Ну, скорее, это не она играет, а в нее играют слуги, как в мячик. Кидают ее туда, сюда, а ей весело. Моей дочерью играют, как в мячик? Стража, отрубите всем голову! Да полно вам, Ваше Величество! Да и пусть играют. Главное, чтобы принцессе нравилось. Слышите, как она смеется? Да она все время смеется. Стукнется о потолок и смеется, обожжется о крапиву и смеется, ударит кого-нибудь по лицу и снова смеется. По-моему, она чересчур много смеется. Она смеется? А нам? Нет, я этого не выдержу. Я самая несчастная на свете мама. А принцесса, как валанчик, снова прыгнула в окно. Ей играют, словно в мячик, ей как будто все равно. И вниз она не хочет, порхает день-деньской, над всем она хохочет. Эй, доченька, постой! Что будет, если замуж она решит пойти? Неважно за кого. Ну и что? Что с того? Как что с того? А то, что запорхают, как птички в облаках, детишки целой стаей, ведь это ж просто страх. Что же нам делать? Ничего, подождем, может, станет все понятнее, может, все пройдет, когда она подрастет. Попроси у сестры взять заклятие обратно, все назад, как было, повернуть. Может быть, как-нибудь, чтобы ей не летать, чтобы ей не летать, чтобы ей не летать. У меня плохие новости, Ваше Величество. Что случилось? Сегодня на поле боя генерала со всех ног вместе со всем его войском порубили на мелкие кусочки. На кусочки, на мелкие. А это значит, что наша столица вот-вот будет осаждена. Ой, держите меня! Давным-давно так не смеялась. Осуждена. Какое смешное слово. Осада, засада, досада, рассада. Не знаю, Ваше Высочество, что тут смешного. Потому что после осады наш город наверняка возьмут вражеские солдаты.
Ой, генерал, вы меня просто уморили. Ведь если наш город возьмут солдаты, то вас, наверное, точно убьют. И всех остальных тоже. И никого не останется. Мама шутит очень славно, вид ее меня смешит. Вся сожмется так забавно, по щекам вода бежит. И папа так потешно бушует и кричит, руками машет в воздухе и всех вокруг бранит. Не лучше ли им обоим повеселее быть, погромче рассмеяться, о бедах позабыть? Вот вчера я прошла про царевну Несмеяну. Все ее пытались рассмешить, но я смеюсь, а они недовольны постоянно и не знают сами, что они хотят. Ну и пусть говорят, а я буду летать. Да лучше летать, лучше летать. Дочка, нам надо с тобой поговорить. Так что не улетай пока, пожалуйста. Хорошо, папочка, я постараюсь. Ты, должно быть, уже успела понять, что слегка отличаешься от других. О, милый папочка, да чего ты смешной? У меня есть нос, 2 глаза и все остальное тоже. Верно? В точности, как и у тебя с мамочкой. Ну разве тебе не хотелось бы научиться ходить, как все люди? Ходить? Вот так умора. Нет уж, увольте. Вы же еле-еле ползаете. Вы такие капуши. А как ты вообще себя чувствуешь, дитя мое? Спасибо. Хорошо. Нет, я хотел спросить, что именно ты чувствуешь? Да ничего такого особенного я не чувствую. Только чувствую, что мне достался забавный папочка и призабавная мамочка, которые только и делают, что достают свою единственную дочку глупыми расспросами. Как все это надоело, то и дело пристают, говорят, смеюсь без дела, сами вечно слезы льют. Но слезы только старят вас и портят кожу век. По-моему, одна я тут нормальный человек. Все хотят, чтоб я желала по земле ходить, сострадать больным и слабым, и о чувствах говорить, быть серьезным, быть послушным, быть к другим неравнодушным, быть серьезней, 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 серьезней. Ну а я не хочу, так ли важно быть серьезным? Мне все равно, что там сказала Скорваль. Мне вообще ни к чему ваши веские вопросы. Лучше легковесной быть всегда. У меня все окей, и на этот раз не плачет та, что идет по этой жизни смеясь. Так куда веселей, не хочу я жить иначе. Мне вес и слезы ни к чему, ни сердцу, ни уму. Уж лучше летать, по жизни летать, все время летать, да, по жизни летать, все время летать. Понятно, что при таких обстоятельствах ни один король, живущий по соседству, не хотел заполучить себе столь легковесную и неуловимую невестку.
У всех потенциальных женихов были серьезные возражения. То, что она принцесса, это, конечно, большой плюс. Но, разумеется, жениться на простой девушке, пусть и раскрасавице, мне как-то не пристало. Но только где найти такую принцессу, которая была бы достойна во всех отношениях? Всегда находится какой-нибудь изъян. А про эту принцессу так и вообще ходят слухи. Будто она заколдована. Когда жена, как перышко легка, ее носить удобней на руках. Но если ветер в голове, нет, это право не по мне, когда ее уносит в облака. Когда легко на сердце, это плюс. И с легким нравом тоже уживусь. Но знаешь ты, коль не дурак, без веса в обществе никак. Тут легковесность вовсе ни к чему. В том, что принцессу вечно тянет ввысь, мне чудится какой-то тайный смысл. Нет метафоры, это отлично, но метафорой жить неприлично. Пусть я сказочный принц пожелтевших страниц, в жизни я разбираюсь отлично. И никто, если честно, не знает, вдруг она еще что-нибудь потеряет. Но если она умудрится головы или тела лишиться, легкомысленно было бы жениться. Ни за что, ни за что, ни за что. Нет, легка на подъем, это в общем-то даже приятно. На помине река, хорошо или нет, непонятно. Пусть прелестна она на портрете, вдруг пойдут невесомые дети. Ни к чему осложнения нам эти, ни к чему, ни к чему, ни к чему. Нет, когда невеста легконогая, как лань, это даже романтично. Или легка на руку. Кто знает, может, с ней нам удастся даже поднять легкую промышленность. Но если при этом она не может твердо стоять на ногах, дело значительно осложняется. Так легко рассуждать, хоть твои легковесные суждения. Да и жизнь налегке не приносит, увы, облегчения. С этой мыслью мы вас покидаем и принцессу другим оставляем. Легковесности не пожелаем никому ни за что никогда. Как бы то ни было, время шло. Принцесса стала уже совсем невестой, и король с королевой поняли, что так дело оставлять нельзя, и решили обратиться в корпорацию метафизиков, которые возглавляли 3 мудрейших китайских философа – Педант, Копикак и совсем уже старый Поэт, который хоть и был совершенно слепым, но видел, пожалуй, зорче многих. Король с королевой пригласили знаменитых метафизиков в гости и устроили для них торжественный прием на берегу прекрасного озера Лагобель.
Ну-с, дорогие гости и уважаемые господа педант, копий-как и поэт. Может быть, вы прольете свет на природу, как бы это сказать, легкого недомогания нашей принцессы. Кто виноват, мы уже выяснили. Остается вопрос, что делать? Состояние принцессы представляет исключительно широкое поле обсуждения спорных вопросов, по которым у всех свое мнение. Слушайте меня, и я вкратце изложу вам свою точку зрения. А вы молчите и не возражайте до тех пор, пока я не закончу. Ни в теле, ни в душе принцессы нет изъяна. Они друг другу просто не принадлежат. Есть миг, когда все души к месту обитания назначенному телу бегут, летят, спешат. Как видно, две души в бурлении астралах столкнулись, разлетелись, попали не туда. К Меркурию летела душа и вдруг попала сюда, в земное тело, и в этом вся беда. Причины аномалии сугубо материальные. Обратное движение, кровообращение. Нарушены все функции предсердий и желудочков. Процессы все работают, но кровь в другую сторону. Неверно циркулирует по венам и артериям. Не стоит удивляться нам, что в плане гравитации процесс физический идет у ней наоборот. Ага, понятно. И что же вы предлагаете? Вам интерес к земле и ко всему земному необходимо ей как следует привить. Под жестким принуждением ее заставить снова всех наук разделы про землю изучить. Историю животных, историю растений, политики, искусства и физики основ. При этом изучая и сотни разных мнений географов, геологов и их учеников. Чтоб в кровообращении случилось обращение, принцессе надо кровь пустить, при этом ванну опустить и тем кровопусканием лишить ее дыхания. Потом насос воздушный взять, к лодыжке крепко привязать, принцессу быстро под колпак, весь воздух выкачать, вот так, влить пинту меда с молоком и ждать, что будет с ней потом. Что будет с ней потом? Мучительная смерть! Вот что с ней будет! Даже если так, то принцесса умрет, помогая нам исполнить свой долг. Интересно. Значит, говорите, умрет. Исполняй долг. Так. Ну а ты, дочка, что скажешь? Чудеса, я упала в воду, я могу двигаться сама. Воздух мне вроде и свобода, но на деле все-таки тюрьма. Ветер мной без конца играет и несет неведомо куда, а вода мне силы прибавляет, славная прекрасная вода. Как чудесно под луной в голубой воде плескаться и впервые быть одной, не боясь, что я одна, не страшиться улететь и навеки потеряться. Мне дала свободу эту добрая вода. Вы слышите? Нет.
Что именно мы должны услышать? Я лично ничего не слышу. Да в том-то все и дело. В том, что вы ничего не слышите. Принцесса не смеется. Даже более того, вы слышите? Она еще и поет. Первый раз в жизни поет от радости. И неудивительно. Ведь когда радость очень большая, для смеха места не остается, а в душе пробуждается музыка. Первый раз мне двигаться приятно, первый раз ныряю прямо вниз. Не боюсь умчаться безвозвратно, и не страшен ветром мне каприз. Как чудесно под луной в голубой воде плескаться и впервые быть одной, не боясь, что я одна, не страшиться улететь и навеки потеряться. Мне дала свободу эту добрая вода. Так значит, ей помогает вода? Вот именно. И если даже вода обычного озера оказалась столь действенной, то воды из более глубинного источника, пожалуй, смогут полностью ее исцелить. Полностью? Полностью. К принцессе вернется утраченный вес, если однажды из ее легковесного сердца все-таки хлынут воды подлинного сострадания и прольются из ее прекрасных глаз слезами искренней любви. Так все устроено в мире волшебном. Скорбью дается счастливый конец. Горькие слезы — источник целебный для легковесных, бесплодных сердец. Сеется всякая радость в печали, что, прости, умирает зерно, то по души рассмеяться сначала, надо расплакаться с ней заодно. Жизни бессмертия, увы, не бывает. У каждой победы с изнанки беда. Если страданий принцесса не знает, радости ей не узнать никогда. Если слезами душа не пройдется, ей полюбить никогда не дано. И сердце, которое не разобьется, неразбиваемым станет дано. Так все устроено в мире волшебном. Скорбью дается счастливый конец. Горькие слезы — источник целебный для легковесных, бесплодных сердец. С тех пор принцесса так полюбила озеро, что готова была плавать в нем с утра до ночи, и летом, и даже зимой, хотя для этого приходилось разбивать лед. Надо сказать, что озеро это находилось на опушке самого настоящего леса. Вообще, в каждом приличном сказочном королевстве непременно должен быть лес, потому что именно в нем всегда происходят самые удивительные чудеса и самые неожиданные приключения. Если что-то стало худо, слишком долго нету чуда,
и судьба твоя застыла на весу. Я от вас, друзья, не скрою, очень нужно нам порою заблудиться в заколдованном лесу. Здесь деревья, белки, гномы станут все с тобой знакомы и научат понимать лесной язык. Здесь волшебный ветер веет, а в цветах ночуют феи, и всегда журчит живой воды родник. Лес волшебный очень важный, он для смелых и отважных, специально в нем запутаны пути. Чтоб друзей проверить дружбу, задержать людей ненужных и принцессе спящей принца привести. Лес волшебный очень нужен, чтоб к Еге попасть на ужин и клубком волшебным там обзавестись. И поверьте, в нем однажды заблудиться должен каждый, и сначала потеряться, чтоб найтись. И заранее не знаешь, что найдешь, что потеряешь, но тропинка так и манит за собой. И порой придется браться, хорошенько потеряться, для того, чтобы наконец прийти домой. Для того, чтобы наконец прийти домой. Для того, чтобы наконец прийти домой. Сколько людей, столько путей среди холмов и долин, много путей, дорог и дней, только конец один. Много грехов, но средство одно — простить и забыть о злом. Много дорог и пристанищ, но один долгожданный дом. И может весь мир к нему прийти и радость в нем обрести. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Извините, а у вас не найдется чего-нибудь поесть? А то я уже 3 дня тут брожу, и у меня все припасы кончились. Ну, конечно. Эй, есть там кто-нибудь? Принесите его высочеству поесть. Хотя не найти в лесу пропитание, это надо уметь. Не маленький ведь уже. Пора бы научиться выживанию в условиях дикой волшебной природы. Да как-то, знаете, не приходилось пока. Ой, да ладно тебе. Дай уже принцу поесть и отдохнуть. Извините, а откуда вы знаете, что я принц? Я вроде постарался одеться так, чтобы меня не узнали. Ну, так это сразу видно. Особенно по изгибу третьей реснички на вашем левом веке. Сразу видно, чистокровный принц. Так, посмотрим. Угу. Ага, принц. Славный, красивый, храбрый, великодушный, воспитанный, учтивый. Отлично. Ну, я не знаю. Вот и хорошо, что не знаете. Если б знали, вы бы нам не подошли. Ой, что это? У вас тут что, река или озеро? Эй, ау, вы где? Куда они пропали? Странно как. Что это? Ой, там кто-то тонет. Эй, держитесь, я сейчас, я вас вытащу, держитесь. Отпустите меня! Отпустите меня немедленно! Отпустите меня! Вы гадкий, 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 прибративный негодяй! Немедленно верните меня туда, откуда взяли! Ой. Вот именно! Ой! Кто вас просил соваться куда не следует? Хорошо еще, что я успела зацепиться за ветку. А если бы подул ветер? Думаете, приятно 2 часа лететь, не знаю куда? Ой. Ой, ой. Я все папе расскажу, и он отрубит вам голову. О, нет, не надо. Еще как расскажу. Кто дал вам право вытаскивать меня из воды и подбрасывать в воздух? Что я вам сделала? Простите, я не хотел причинить вам зла.
Похоже, у вас нет ни капли мозгов. Да, и между прочим, эта потеря похуже, чем этот ваш дурацкий вес. А, так значит, вы та самая невесомая принцесса, про которую все говорят? Скажите, пожалуйста, какие мы догадливые. Ой, сейчас же верните меня! Куда вас вернуть, прелестное создание? В воду! Куда же еще? Какой вы все-таки бестолковый! И как мне вас туда вернуть? Это уж ваше дело. Вы меня вытащили. Вы возвращайте. Хорошо, я готов. Держитесь. Ой! Ой, как здорово! Вам понравилось падать? Так вот, что значит падать. А мне показалось, ой, будто я взлетаю, а потом бух! Мне очень понравилось. А вам? Больше всего на свете у меня словно выросли крылья. Я еще никогда не падала. Ах, как бы мне хотелось научиться. Подумать только. Ой, во всем королевстве моего отца не умеет падать только я одна. Но зачем же вам впадать в уныние, если есть озеро и есть я? Я с охотой и радостью стану падать вместе с вами всякий раз, когда захотите. Хотите? Мы пойдем еще разок. Очень. Так вот она свобода, так вот он вес какой. Взлетать и падать в воду, как камень с головой. Ой, и ветра не бояться, не вверх, а вниз лететь. Не хочется смеяться, но впервые хочется запеть. Никак не ждал я чуда, не думал, не хотел. Явилась ниоткуда, и я почти взлетел. О, чудное видение невинной красоты, не знавшая падения, передо мной, как сон, явилась ты. И крылья я обрел, с тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем я счастлив, что ты есть. И крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем я счастлив, что ты есть. Вот так легко и просто ко мне пришла любовь. Пусть ты легка, как воздух, падать я с тобой готов. Все выше, все смелее, и в омут с головой. Впервые я жалею, что не знаю тяжести земной. И крылья я обрел, с тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем я счастлив, что ты есть. И крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем и крылья я обрел. С тобой вдвоем я счастлив, что ты есть. И крылья я обрел. Ваше высочество, вам пора. Их величество велели вам до полуночи быть дома. Ну все, мне пора идти. Подержите ленту, чтобы я не улетела. Ну когда же я снова вас увижу? Может, вы хотите еще немного со мной попадать? Например, завтра? Да. Нет. Может быть. Не знаю. Прощайте. Ну вот еще глупости какие. До завтра. Эй, кто там? Подержите ленту, а то я сейчас улечу. Прощайте, принцесса. Ну надо же, как меня угораздило. Влюбиться с первого взгляда. И не в кого-нибудь, а в саму легковесную принцессу.
Представляю, что скажут папа с мамой. Если я и вправду на ней женюсь, нам с ней остается только одно. Превратиться в русалку водяного и поселиться в море. Вот только полюбит ли она меня? Легкий взмах белых рук. Где же ты, мой милый друг? Ясный свет синих глаз. Посмотри еще раз на меня. Ты взгляни, ночь души прогони. Свет луны надо мной, блеск волны и голос твой. Нас волна обними, в новый мир отведи. Светлый час, звездный путь про меня не забудь. Я плыву за тобой, свет луны, голос твой. О, услышь, дай ответ, без тебя жизни нет. Как глоток дивных струй губ твоих поцелуй. Подумать только, какие чувства, ах, какие нежности, ми. Ах, чтоб вам противное было пусто. Столько неприятностей с этими людьми. Значит, ощутили на вкус свободу? Нет, теперь не спрячьтесь вы от беды. Значит, догадались, что нужно в воду. Но так я не дам никакой воды. Значит, исцеления захотели, детки. Я вам вашу детку вовсе изведу. Так что на веревках, как марионетки, вы еще попляшете под мою дуду. Я принцессу эту живу со света. За обиды смертью я отплачу. В черном лиходействе мне равных нету. Так что будет все, как я хочу. Вся из озера вода, ты иди ко мне сюда. На свободе не журчи, здесь навеки замолчи. Говорливая волна пусть опустится до дна, канет словно водосток, поднажившийся песок. Пусть иссохший небосвод ни дождинки не прольет. Пусть исчахнут до черна солнце, звезды и луна. Вместе с ними будешь ты, сохнуть, чахнуть без воды. Ведь воды слезинки не прольешь, раньше времени умрешь. Умрешь. Что такое, что случилось? Что за страшная беда? Как
сквозь землю провалилась в нашем озере вода. Что такое в самом деле? Отчего же нет воды? В королевстве обмелели все колодцы и пруды. Вся трава вокруг повяла, и пожухли все цветы. Речка тоже перестала обгонять свои мосты. И дождей весенних нету, и не стало летних гроз. Всюду горько плачут дети, только плачут все без слез. Это было все не страшно, это было полбеды. Но теперь принцесса наша умирает без воды. Где она в волнах резвилась, там теперь лишь грязь да ил. Прежней легкости лишилась, и подняться нету сил. Наша бедная принцесса без воды не проживет. Если озеро исчезнет, вместе с ним она умрет. Отчего же в самом деле эта страшная напасть? Кто расскажет, что нам делать? Кто спасти сумеет нас? Смотрите, смотрите, что это? Там что-то блестит, прямо посередине. Это пластинка какая-то, вроде золотая. По-моему, на ней что-то написано. Может, здесь кроется разгадка нашей беды? Может, кто-нибудь все-таки пойдет и ее поднимет? Эй, ты чего пихаешься? Почему я всегда должна идти? Ну хорошо, давайте я. Только тот, кто сам умрет, вас от гибели спасет. Лишь любовь, как смерть, сильна. Жизнь тебе вернет она. Чего? Еще раз, что это означает? Если озеро начнет иссякать и вода начнет уходить, есть один единственный способ, как ее можно остановить. Лишь живой человек собой эту брешь во дне заткнет. И когда разольется вода, жизнь его нам заберет. Тут спаситель должен вызваться сам, или жертва будет пустой. И народу пора умирать, если в нем не найдется Так. Что же делать? Бедная моя деточка. Глашатай! Быстро ко мне! Слушаю, Ваше Величество. Вы огласили, что было сказано на табличке? Так точно, Ваше Величество. По всей стране? И по всем ее окрестностям, Ваше Величество. И никто не вызвался спасти бедную принцессу? Никто, Ваше Величество. Извините. Никто, Ваше Величество. Не, конечно, можно было бы просто взять и отправить кого-нибудь пожертвовать своей жизнью. Так сказать, не совсем по своей воле. Чего только не сделаешь в государственных целях. На табличке сказано добровольно. Ну все, тогда принцессе конец. Дочка, принцесса, тебя никто не хочет спасать. Если через 2 дня никто не отыщется, тебе придется умереть. Ну вот, а я-то надеялся, расстрою ее, она заплачет, и весь этот кошмар наконец-то закончится. А она все равно, все вокруг ревут, а она не плачет. Ваше Величество, там изволил прийти некий принц. Он говорит, что готов заткнуть с собой дырку в озере. Да ну, правда что ли? Правда, Ваше Величество. Звать? Ну, конечно, зови. Так, где тут моя корона запропастилась? Ну ты чё встал? Зови, тебе говорят. Сегодня виночерпием я ко двору пришел. Хоть не вино принес я на королевский стол. Какой еще виночерпий? Что ты несешь, юный олух? Вам пробку и затычку найду без лишних слов. Я закупорить озеро для вас с собой готов.
Ах, озеро! Ну так бы сразу и сказал, а то пустился в поэзию. Разве сейчас до поэзии надо действовать? Внимание! Самоотверженный герой, который должен был найтись для спасения нашей принцессы и всего королевства, нашелся! Ура, товарищи! Наш герой, вот он какой, наш герой. Благодетель народный такой, благородный и смелый такой. Ради нас жертвовать будет собой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Умереть не боится, нам есть чем гордиться, нашелся такой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Надо нам непременно, пусть даже посмертно, его чем-нибудь наградить. Сразу памятник сделать и главное дело, постаменту табличку прибить. Наш герой, вот он какой, наш герой. Эх, молодой человек, надо сказать, я тебе весьма признателен. Может, вина выпьешь? Нет, благодарю вас. Ну и ладно. А может, хочешь сбегать домой, напоследок повидаться с родителями? Нет, благодарю вас. Вот и славно. А то еще передумает. Наш герой, вот он какой, наш герой. Благодетель народный такой, благородный и смелый такой. Ради нас жертвовать будет собой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Умереть не боится, нам есть чем гордиться, нашелся такой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Минуточку, минуточку. У меня есть одно условие. Что? Ты мне еще условия будешь ставить? Да как ты смеешь? Ну, как хотите. Всего доброго. Ах ты подлец. Да я прикажу запихнуть тебя в мешок и засунуть в дыру. Превосходно, Ваше Величество. Только пользы от этого не будет. Пророчество гласит, что жертва должна вызваться по доброй воле. Так ты уже вызвался. Верно, вызвался. На одном условии. Опять условия? Я этого не потерплю. Пошел вон! Обойдемся и без тебя. Сейчас кто-нибудь другой с радостью возьмет на себя этот почетный долг. Да? Ваше Величество отлично знает, что найти другого на мое место будет очень непросто. Ну, хорошо. Какое твое условие? Без озера принцесса умирает. Но без нее померкнет белый свет. По сути, ничего я не теряю. И так, пути иного нет. Принцесса оживет и снова будет резвиться и плескаться при луне. И про меня, конечно же, забудет. Но это, право, не обидно мне. Да, жаль, что сам ее и не увижу. И рядом с нею мне уже не быть. Но смерть я всей душою ненавижу. И смерть хочу остановить. Да, прекрасно, очень поэтично. Так условие-то у тебя какое? Принцессу в жены? Полкоролевства? Трон? Все равно ведь умрет, можно не скупиться. Да, сущие пустяки. Видите ли, мне ведь ни в коем случае нельзя умирать до того, как я благополучно утону, верно? Верно. Это ты хорошо подметил, молодец. Тонуть дюйм за дюймом довольно неприятно. Тоже верно. Сколько в тебе роста? Дюймов 70? Да, сразу такое не утопишь. Дело не быстрое, можно и соскучиться. Так что ж ты предлагаешь? Пусть ваша дочь отправится со мною и будет в лодке рядом до конца.
пока вода глаза мне не закроет, скрыв от меня черты ее лица. Пока я жду, она вином и хлебом меня покормит, пусть из рук своих, ночной порой под звездным синим небом. Меня проводит из земли живых, пусть мне поможет выдержать страдания сиянием своих чудесных глаз, и, может, поцелует на прощание хотя бы в первый и последний раз. И всего-то? И это все твое условие? Так бы сразу и сказал! А то столько шума из ничего. Так вы дозволяете? Разумеется, дозволяю. Честное слово, эти влюбленные юнцы — это что-то. Фу. Нет, нам, королям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Пока все разрулишь, 100 раз посидеешь. Ну так что, по рукам? Я готов. Наш герой, вот он какой, наш герой. Благодетель народный такой, благородный и смелый такой. Ради нас жертвовать будет собой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Умереть не боится, нам есть чем гордиться, нашелся такой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Наш герой, вот он какой, наш герой. Вон она, эта дырка. Уж не знаю, как ты собираешься ее заткнуть, точных инструкций там не было. По-моему, способ только один. Так. Вот, все плотно. А, вот и вода. Сразу начала прибывать. Смотрите, принцесса. Ну что ж, дело пошло. Пожалуй, мы вам тут уже не нужны. Так что мы потихоньку пойдем. Еще раз спасибо и прощайте. Дочка, как все закончится, сразу домой. Вы тоже можете идти. Да, вы можете идти. Принц, спойте что-нибудь. Это скука невыносимая. Словно мир, где никогда не забьет ключом вода, где ручьи там и тут с горных склонов не бегут, не сверкают на заре волны синие морей. Без любви душа умрет, радость сердце не найдет, как безводная страна, без любви мертва она. Очень мило, но немного усыпляет. Ой. Так что я, пожалуй, вздремну. Вы очень добры, принц. Хотел бы я сказать о тебе то же самое, но, увы, не могу. И все-таки за тебя стоит умереть. Смотрите, я на плаву! Я на плаву! Принцесса, ваш папа обещал, что вы подарите мне взгляд другой, а вы на меня так ни разу и не посмотрели. Папа обещал? Ну, значит, наверное, придется исполнить. Ну, мне так хочется спать. Тогда засыпайте, любимая, а обо мне и не думайте. Только дайте мне немного поесть, а то я умру раньше времени. Руки-то у меня, как видите, заняты.
Словно миг, где смолк навек мерный гул подземных рек, где не слышен водопад, ливни больше не шумят, где молчат в лесу ручьи, не журчит родник ночи. Я бы высох и изнемог, если б я тебе не смог. Но в душе любовь поет, и с надеждой чудо ждет. Принц, вы совсем неважно выглядите. Ничего, теперь сил мне хватит до конца. Только, принцесса, вам придется посидеть еще немного, глядя на меня, иначе я просто не выдержу. Да, конечно, пожалуйста. Смотрите, как чудесно поднимается вода. Может, поплаваем немного? Боюсь, плавать мне уже не придется. Ах, да, точно. Я и забыла. И уйти в глухую тьму по велению твоему, если только я, любя, смертью той спасу тебя, и в душе твоей на миг оживет любви родник. Все, конец. Мне руку дай. Поцелуй меня. Прощай. Так, подождите. Что же это? Как же это? Что со мной? Эй, куда вы? Как же вы? Эй, постойте! Нет, нет! Стража! Эй, кто там есть? Помогите! Он не дышит, стража! Помогите! Скорее, скорее! Но, ваше высочество, а как же озеро? Оно же опять обмелеет. Идите утопитесь в нем сами! Ну что же вы не просыпаетесь? Ну откройте же глаза! Ну вдохните же воздух! Ну что же вы, ну как же так? Нет, нет! Я так не хочу, не хочу! Нет! Он не дышит! Слышите, он не дышит! Нет! Простите, пожалуйста, я вас очень прошу, не умирайте! Ты живой? И ты тоже. Я люблю тебя. Ой, что это со мной? Я не могу встать. Такое чувство, словно меня вот-вот раздавит. Ой, ой, мамочки. Ненаглядная моя деточка. Наконец-то она обрела вес. Ах, вот он какой. Этот ваш вес с вашим хваленым законом тяготения. Оказывается, это на редкость неприятная штука. Как же я выйду за тебя замуж, если я даже ходить как следует не умею? Не переживай, любимая, я тебя мигом научил. А закон всемирного тяготения, он вот какой на самом деле. Кстати, а как там озеро? Оно полнёхонько до краев. Посмотрите, какой хлынул дождь. Совсем золотой. Значит, мы все счастливы. Получается, что да.
с этого дня принц с принцессой жили долго и счастливо. И были у них короны из чистого золота, и платья из шелка и бархата, и обувь из кожи, и уж, разумеется, дети, мальчишки и девчонки. А злая принцесса, я ж вам дам, еще раз убедилась, что как бы злые колдуньи ни старались, как бы ни хитрили и не обманывали, в конце концов, они сами способствуют тому, чему пытались помешать. И даже если порой кажется, что зло вот-вот победит, на самом деле всех нас всегда ждет только самое благое благо. Хотя мало кто осмеливается просто и неизменно в это поверить. Хороший конец нашу сказку венчает. Прости, Голливуд, только ты ни при чем. Кто б ни были мы, нас всегда ожидает Вселенская сказка с хорошим концом. Жили и были в несказочном царстве, пили и ели, не зная тревог, но глупо поддались чужому коварству И сами пустили беду на порог. Злодейство пустили на царские троны, впустили злодейство в умы и сердца. Но есть в нашей сказке властитель законный, И он не допустит плохого конца. Не бойтесь, ребята, ведь автор сей сказки в придуманный мир незаметно вошел И сделал хорошую, плохую развязку. С собой исправив вселенский раскол. Драконом сразился и умер, но снова в день третий, ликуя, из гроба восстал. Вселенскую сказку он прожил и новый Счастливый конец для нее написал. С тех пор даже зло не вредит нам немало, И слезы не портят родного лица. И всякий конец — это только начало. Начало чудес и любви без конца. Мы не одни, и однажды наш автор блаженное царство нас всех приведет. И старая сказка окажется правдой. И тот, кто поверил, вовек не умрет. Это мы сказку свою завершаем. Кто слушал и слышал, большой молодец. Не бойтесь, друзья. Мы читали и знаем. Сказка вселенская.